Для Андрея мир перестал быть цветным 4 года назад. Сначала была легкая дымка, будто кто-то набросил на глаза тонкую вуаль, а потом резкий провал в бесконечную глухую черноту. Врачи на лесопилке только разводили руками. Осложнение после запущенной инфекции, атрофия нерва. Сильный, плечистый мужчина, который раньше одним ударом топора мог расколоть дубовый чурбак, в одночасье превратился в беспомощного ребенка. Его жизнь сузилась до размеров их небольшого дома на окраине поселка. Теперь он ориентировался по звукам. Скрип третьей половицы в прихожей означал, что пришла жена. Тонкий свист чайника — пора завтракать. Мерное тиканье ходиков — время тянется, как густая смола. Сначала Марина, его жена, держалась. Она плакала, обнимала его, обещала, что они справятся. Но шло время, и любовь, не подкрепленная общими радостями, начала выцветать. Андрей чувствовал это кожей. Он слышал, как изменился ее шаг. Он стал тяжелым, раздраженным. Он чувствовал запах ее усталости, смешанный с едким ароматом дешевого вина, которым она все чаще пыталась заглушить свою обиду на судьбу. Для нее он стал не мужем, а обузой, лишним предметом мебели, который нужно кормить и обстирывать. «Опять сидишь?» Ее голос, когда-то звонкий, теперь резал слух, как зазубренная пила. «Хоть бы дорожку подмел, все равно без дела торчишь». «Я подмету, Марин, только скажи, где метла?» — тихо отвечал он, стараясь не вызывать новой вспышки гнева. В тот ноябрьский день Марина была необычно тихой. От нее не пахло алкоголем, только холодом и каким-то странным лихорадочным нетерпением. «Андрюш», — сказала она, и в ее голосе проскользнула забытая нежность, от которой у него защемило сердце. «На улице первый иней ударил. Воздух такой чистый, хвойный. Пойдем в лес. Ты ведь так любил наши прогулки. Дыхнешь свежестью, а то совсем в 4 стенах заплесневел». Андрей улыбнулся. Сердце предательски ёкнуло. Неужели все налаживается? Неужели она снова увидела во мне человека? Он оделся, нащупал свою старую куртку. Марина взяла его за руку. Крепко, даже слишком. Они вышли за калитку. Андрей чувствовал, как под подошвами сапог хрустит замерзшая трава. Он узнавал этот путь. Сначала мимо дома кузнеца, где всегда пахло углем, потом через пустырь, где ветер гулял на просторе, и, наконец, в объятия леса. Лес встретил их торжественной тишиной. Андрей вдыхал запах прелой хвои и мокрой коры. Марина вела его уверенно, все глубже и глубже. Он заметил, что они сошли с привычной тропы. Ветки кустарника все чаще хлестали его по лицу, почва под ногами стала неровной, пошли овраги. «Марин, мы не слишком далеко зашли?» — спросил он, споткнувшись о выступающий корень. «Еще немного», — бросила она. Ее голос вдруг стал сухим и ломким. «Тут есть одно поваленное дерево, на нем удобно сидеть. Передохнем». Они остановились. Она усадила его на холодное, покрытое лишайником бревно. Андрей чувствовал, что вокруг него стена из вековых деревьев. Лес здесь был другим, тяжелым, давящим. «Посиди минуту», — быстро проговорила Марина. «Я добегу до ручья, тут совсем рядом, буквально за тем пригорком. Хочу воды набрать, говорят, она после первых заморозков целебная. Я быстро». Ее шаги зашуршали по листве. Сначала быстро, потом почти бегом. Андрей сидел, сложив руки на коленях. Он привык ждать. Минута, 2, 5. Тишина леса начала наполняться странными звуками. Где-то ухнула сова, треснула ветка под тяжестью снега или зверя. «Марина!» — позвал он сначала тихо, потом громче. Ответом был только шелест ветра в верхушках сосен. «Марин! Это не смешно!» Он встал, потеряв ориентацию, ощупал пространство вокруг себя. Пустота. Он сделал шаг, другой, едва не упав в яму. Холод начал пробираться под куртку, кусая за пальцы.
Именно тогда, в этой звенящей пустоте, до него дошло. Она не вернется. Она привела его сюда, в самую чащу, откуда слепому не выбраться, чтобы лес решил ее проблему, чтобы избавить себя от обузы. Андрей опустился обратно на бревно. Кричать было бесполезно. До деревни было несколько часов хода по прямой, а он не знал, в какой стороне дом. Горькая ирония. Он так долго боялся темноты в своих глазах, что не заметил тьмы в душе единственного близкого человека. Ночь опустилась на лес мгновенно. Температура упала, и Андрей начал дрожать. Его била крупная дрожь и от холода, и от осознания того, что это, скорее всего, его последняя ночь. Он пытался согреться, обхватив себя руками, но ледяной воздух проникал в самые легкие. В какой-то момент чувства обострились до предела. Он услышал звук. Не птица, не ветер. Тяжелое, мерное дыхание. Хруст веточки совсем рядом. Запах. Острый, дикий запах зверя. Собака? Нет, слишком тяжелая поступь. Андрей замер. Он знал этот лес. Это был волк. Слепец почувствовал, как к его лицу прикоснулось теплое, влажное дыхание. Смерть была рядом. Она пахла старой шерстью и лесом. Мужчина не шевелился. Ему не было страшно. Внутри все выгорело от предательства жены. Если этот зверь оборвет его мучения сейчас, это будет даже милосердно. «Ну же», — прошептал он потрескавшимися губами, — «чего ты ждешь?» Но вместо резкого броска и боли он почувствовал что-то невероятное. Мощное лохматое тело прижалось к его ногам. Волк не рычал, он укладывался. Огромный зверь свернулся калачом у ног человека, делясь своим природным жаром. Андрей, повинуясь какому-то древнему инстинкту, медленно опустил руку. Его пальцы погрузились в густую, жесткую, невероятно теплую шерсть. Волк издал негромкий звук, похожий на глубокий вздох, и накрыл лапы хвостом. Человек и зверь сидели вдвоем среди ледяной пустыни. Андрей обнял волка за шею, прижавшись к нему, чтобы сохранить остатки тепла. В ту ночь он понял: природа не бывает злой, она бывает справедливой. И этот хищник проявил больше сострадания, чем женщина, с которой он прожил 10 лет. Рассвет. Андрей почувствовал потому, как изменился голос птиц. Волк поднялся. Он мягко подтолкнул мужчину в плечо своим крепким лбом. Андрей встал, едва удерживаясь на затекших ногах. Зверь взял его за край куртки зубами, осторожно, не повреждая ткань, и потянул. «Ты ведешь меня?» — спросил Андрей, не веря самому себе. Они шли долго. Волк выбирал самые пологие склоны, обходил густые заросли. Несколько раз Андрей спотыкался, и тогда зверь останавливался и ждал, пока человек снова нащупает опору. Это было странное паломничество. Слепой человек, опирающийся на спину лесного убийцы. Спустя несколько часов Андрей услышал то, что заставило его сердце биться чаще. Далекий, едва различимый лай деревенских собак, запах дыма от печей. Волк остановился у самой опушки. Андрей почувствовал, что зверь отпустил его куртку. «Спасибо тебе». Андрей опустился на колени, слезы сами покатились из незрячих глаз. Он в последний раз провел рукой по широкой загривке. Зверь лизнул его ладонь, мимолетное касание шершавого языка, и, судя по шороху травы, бесшумно растворился в лесу. Когда Андрей, изорванный и покрытый инеем, вышел к окраине поселка, его первым увидел сосед, старый лесник Михалыч. «Андрюха, ты как? Мы ж тебя со вчерашнего вечера ищем». Марина прибежала вся в слезах. Говорит, потерялись, разминулись у ручья.
Андрей молчал. Его отвели в дом, отпоили горячим чаем. Марина вбежала в комнату с наигранным криком радости, пытаясь обнять его. «Господи, Андрюша, живой!» «Я так звала тебя. Я заблудилась сама». Андрей мягко, но твердо отстранил ее руки. Он впервые за долгое время смотрел прямо на нее, и Марина осеклась под этим взглядом незрячих глаз, в которых застыл лед той ночи. «Ты не заблудилась, Марина», — тихо сказал он. Его голос слышали все соседи, собравшиеся в комнате. «Ты просто забыла, что лес слышит все. И он вернул меня назад, чтобы я увидел правду». Марина побледнела. Она поняла, что ее игра окончена. В тот же день она собрала вещи и уехала из поселка. Никто не знает куда, и никто не жалел о ее отъезде. Соседи помогли Андрею. Кто-то приносил дрова, кто-то помогал с едой. Но самым удивительным было не это. Андрей вдруг обнаружил, что его другие чувства обострились настолько, что он начал видеть мир иначе. Он стал лучшим в округе мастером по плетению из лозы и резьбе по дереву. Его руки чувствовали фактуру материала так, как не чувствовал ни один зрячий. Прошло 2 года. Андрей теперь жил спокойно и в достатке. Но каждый вечер, когда сумерки опускались на землю, он выходил на крыльцо своего дома, расположенного у самого леса. Он стоял и слушал. Иногда, в особенно холодные и ясные ночи, из глубины чащи доносился долгий, протяжный волчий вой. Соседи в такие моменты зябко кутались в пледы и запирали двери. А Андрей только улыбался. Он поднимал руку, будто приветствуя старого друга, и шептал в темноту: «Я слышу тебя. Спасибо, что не оставил». Он больше не боялся темноты, ведь именно в самой густой тьме он нашел свет, который не позволил ему погибнуть. Свет истинной преданности, которая не знает слов, но знает, что такое милосердие.